Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом замечательного торта «Карнавал». Торт очень вкусный и нежный, имеет насыщенный и гармоничный вкус, отлично подойдет для любого праздничного стола. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 9,5 см и весом 2 кг 650 г. Давайте приготовим. Начнем приготовление с шоколадного бисквита. 60 граммов очищенного миндального ореха измельчите в блендере в мелкую крошку. Растопите и оставьте на столе 50 граммов сливочного масла. Сразу смешайте вместе сухие ингредиенты. 60 граммов или 3 столовые ложки без верха пшеничной муки. 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. 25 граммов или 1 полную столовую ложку картофельного или кукурузного крахмала. 10 граммов или 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. 60 граммов мелкой миндальной крошки. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов Цельсия. В чашу вливаем 4 яйца, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать на умеренной скорости миксера. Когда яйца начинают пениться, постепенно добавляем к ним 180 граммов или 9 столовых ложек без верха сахара. Когда весь сахар ввели, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимальной и на максимальной скорости миксера взбиваем яичную смесь еще примерно 6-8 минут, в зависимости, насколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна стать воздушной, увеличиться в объеме примерно в 3 раза, и на поверхности будет виден рисунок от венчиков, который сразу не растекается. Добавляем половину сухой смеси и аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх. Добавляем оставшуюся сухую смесь и также аккуратно круговыми движениями снизу вверх перемешиваем до однородного состояния. Добавляем растопленное сливочное масло, аккуратно перемешиваем до образования однородной массы. Долго перемешивать не надо, тесто должно оставаться воздушным. Переливаем тесто в разъемную форму диаметром 19 см. Дно формы я застилаю пергаментной бумагой, бортики формы ничем смазывать не надо. Тесто разравниваем и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия ориентировочно 40 минут до готовности. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем в середину, если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Даем бисквиту остыть в форме минут 15-20 и освобождаем от формы. Перекладываем бисквит на решетку верхней стороной вниз и оставляем остывать до комнатной температуры. Остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 2 часа. При желании можно приготовить бисквит заранее и хранить в холодильнике 1-2 дня. Приготовим манговое премиум. Свежий спелый манго очищаем, нарезаем небольшими кусочками и пюрируем в блендере. При желании можно использовать замороженный манго. 45 граммов или 3 столовые ложки воды и 6 граммов или 1,5 чайной ложки желатина смешайте вместе и оставьте на столе, чтобы желатин разбух. В кастрюлю вливаем 2 яйца и добавляем 60 граммов или 3 столовые ложки без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов мангового пюре и 20 граммов или 2 столовые ложки лимонного сока. Перемешиваем до образования однородной массы и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик и постоянно перемешивая, доводим до закипания. Как только появляются большие пузыри, снимаем массу с огня. Перемешиваем, даем массе немного остыть и добавляем 50 граммов белого шоколада и 50 граммов сливочного масла. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем разбухший желатин и перемешиваем до образования однородной массы. Далее хорошо взбейте массу блендером, чтобы она посветлела, стала однородной и гладкой. Не спеша перемешайте лопаткой, выпустите образовавшиеся пузырьки воздуха.
Перелейте массу в форму диаметром 17 см. У меня форма разъемная, поэтому снизу я ее обтянула пищевой пленкой и фольгой. Чтобы крему было удобнее доставать, вовнутрь формы я ставлю ацетатную пленку. Небольшие пузырьки воздуха можно убрать деревянной палочкой. Сначала убираем крему в холодильник, чтобы оно быстрее остыло. Остывшее крему убираем в морозильную камеру до полного замораживания примерно на 4-5 часов. Приготовим малиновое конфи. Для малинового конфи можно использовать как свежую, так и замороженную малину. У меня малина замороженная. Пюрируем малину в блендере и протираем через сито, чтобы удалить семечки. Для приготовления малинового конфи нам понадобится 240 граммов малинового пюре без косточек. Чтобы приготовить такое количество малинового пюре, надо 290 граммов малины. Смешайте вместе 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара и 16 граммов или 2 полные чайные ложки кукурузного крахмала. Добавляем сахар с крахмалом к малиновому пюре, перемешиваем до образования однородной массы и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и на маленьком огне провариваем массу в течение 1 минуты. Малиновая масса должна стать густой, как пудинг. Снимаем с огня, переливаем в чистую сухую чашу, накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Приготовим кокосовый крем. К творожному сыру добавляем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахарной пудры и хорошо взбиваем миксером до однородного и воздушного состояния. Для крема нам понадобится 600 граммов творожного сыра или творога, приготовленного из кефира. Сливочный сыр для данного торта не подходит, с ним крем будет слишком мягкий. Добавляем 300 граммов густых кокосовых сливок и перемешиваем миксером до образования однородной массы. Соберем крем со стенок и перемешаем по дну. Вот такой крем получается, он очень нежный, но после стабилизации хорошо держит форму. Отложите 2 десертные ложки крема, этим кремом мы в конце обмажем бока торта. Сформируем торт. У бисквита срезаем шапочку. Я делаю ножом небольшой надрез по краю бисквита, в надрез вставляю нить и нитью разрезаю бисквит. Эту шапочку потом мы измельчим в крошку и обсыплем крошкой бока торта. Разрезаем бисквит на 3 части. Бисквит получается влажным, пористым и очень вкусным. Для пропитки бисквита смешайте вместе 120 граммов или миллилитров молока и 5 граммов ванилина. 5 граммов ванилина можно заменить 20 граммами ванильного сахара. Пропитываем нижний корж 1/3 частью пропитки. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Крем делим на 2 части, равномерно покрываем корж частью крема. Манговое крем освобождаем от формы и пленки. Выкладываем в центр сверху на крем. Заполняем пустоту по краю кремом и покрываем манговое крем оставшимся кремом. Крем разравниваем. Накрываем вторым коржом, корж слегка придавливаем. И пропитываем корж 1/3 частью пропитки. Корж покрываем кремом и делаем бортик. Малиновое конфи перемешиваем. Вот такое оно получается, мягкое, нежное, очень вкусное, не растекается, в охлажденном торте отлично держит форму. Равномерно выкладываем все конфи на крем. Сверху конфи покрываем кремом. Накрываем третьим коржом, слегка его придавливаем и пропитываем корж оставшейся пропиткой. Убираем торт в холодильник и приготовим шоколадную глазурь. Разогреем до горячего состояния 60 граммов или миллилитров молока и 40 граммов сливочного масла. Горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного темного шоколада с содержанием какао 50-55%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Заливаем глазурью торт сверху и равномерно ее распределяем по поверхности. Если на поверхности глазури есть небольшие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от кольца и ацетатной пленки.
К ранее отложенному крему добавляем 1 чайную ложку какао, перемешиваем до однородного состояния и обмазываем кремом бока торта. Шапку бисквита измельчаем в блендере в крошку и обсыпаем крошкой бока торта. Обсыпаем крошкой торт сверху по краю и украшаем сверху кондитерской посыпкой и крошкой. Торт готов, его можно подавать к столу. Советуем его приготовить. Торт очень вкусный, невероятно нежный, готовьте с удовольствием.